Представители знака зодиака Телец. Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. События ближайшего будущего. Таро на неделю с 8 по 14 июля. Давайте узнаем, что нам расскажут карты на эту неделю. Будем реалистами, конечно, всегда говорю об этом. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но мы в целом смотрим энергии. Я надеюсь, подсказки для вас будут, или мы с вами проведем приятное время. Давайте узнаем, какие же энергии, по мнению карт, на эту неделю будут преобладать. Планетарно действуют еще на этой неделе с 8 по 14 силы новолуния в Раке и более спокойное течение жизни, или своеобразная нега, когда и нам самим может не очень захотеться что-то убыстрять. Это прекрасное как раз время для того, чтобы себя отчасти или реорганизовать на что-то, или продумать какую-то дальнейшую тактику и, знаете, вот как пошаговую себе создать инструкцию. Вот в таких спокойных энергиях. Но это планетарно. Давайте узнаем, что же Таро, не всегда это совпадает. Что для вас, мои дорогие тельцы, важно знать вот на этой неделе с 8 по 14? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что же вам будет помогать? Что скрыто? И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Энергия денег, как видят карты. И личная жизнь. Что же важно? К вам может кто-то собираться в поездку, или вы планировать какую-то поездку, переезд. По этой карте в целом, это же у нас рыцарь жезлов так выглядит, нам еще о чем говорит? Рыцарь изображен. Причем тот, который без страха идет вперед. Будь готов к неожиданностям. Вот что нам говорит эта карта, это, пожалуй, основное. Будь готов к тому, что на твоем жизненном пути будут впоследствии меняться какие-то события, обстоятельства. Люди могут быть разные. Ты будешь вынужден учитывать как обстановку извне. Или вся наша жизнь – это своеобразное взаимодействие с другими людьми. Так вот, даже какие-то события в жизни других людей на вас тоже, мои дорогие тельцы, будут оказывать влияние. И поэтому, да, какая-то канва, если мы говорим тезис-план, она у вас есть, но это придется корректировать с учетом того, что придет на наш порог или в нашу жизнь. Поэтому мы не можем, с одной стороны, где-то расслабиться совсем. Поэтому, может быть, и придется иногда по этой карте себя быстро организовать на какую-то поездку, не упустить удобный момент. По этой карте могут приходить и новости своего рода, когда вы понимаете, да, вот есть какая-то тема, которую нужно, может быть, что-то другое можно оставить на потом, а вот это нельзя. Вот этому нужно уделить внимание. Вот что-то подобное у вас может произойти на этой неделе. Карта не говорит, что все-таки жезлы – это что-то негативное. Нет, больше в позитивном ключе. Но не всегда возможности к нам приходят так, как мы этого хотим. Вот это где-то об этом нам говорит рыцарь жезлов. Будь готов к тому, чтобы, даже каким-то другим образом осуществить свое намерение. Вот корректировать планы действительно придется. Что же в неожиданностях? Еще раз нам говорит карта обо всем том, что я уже где-то сейчас сказала. Восьмерка кубков. Это когда вы ищете выход из какого-то создавшегося положения, выход из определенной проблемы, или вы что-то намечаете себе по части, опять же, поездки, переезда. Здесь может быть как сама по себе ситуация будет проясняться, может быть, несколько в другом ключе. Но это карта, когда мы ищем выход, и мы его находим. Вот выход из сложной ситуации, или когда, может быть, вы предпринимали действия, а вот этого самого переломного момента все никак не наступало. Вот на этой неделе он, скорее всего, будет. Или, по крайней мере, первые предпосылки, что вы делаете что-то правильно. У кого-то проиграется именно конкретно так, что к вам приезжает человек, вот этот рыцарь жезлов, который к вам спешит, правда, две карты об этом. Или, мои дорогие тельцы, это вы будете куда-то торопиться.
потому что, ну, как-то складывается именно так обстановка. И вам нужно, может быть, съездить куда-то и в другой местности решить какие-то вопросы. И вы засобираетесь, будете организовывать, продумывать какую-то поездку или конкретно уже вам придется ее осуществить. Но, повторюсь, если даже мы никуда не едем, нет какого-то перемещения, то это те события, которые вас заставляют изменить вашу собственную тактику. Чему сейчас не время? Не время закрываться, не время обосабливаться. Может чувствоваться, кстати, ваша усталость, мои дорогие тельцы. А тут нет, вот как-то развиваются так события, что придется принимать в чем-то участие. По девятке жезлов нам хочется отгородиться самим от мира, потому что уже или как точка какого-то накала, она уже превзошла все возможности. С другой стороны, не время, нам говорят карты, делать что-то бездумно. Ты все-таки помни о своем каком-то прошлом опыте, и ты не должен повторить какую-то ошибку. Уже шишек наш герой набил, видите, с перевязанной головой. Но это не значит то, что мы отгородились от мира и просто за ним наблюдаем. Нет, вот в этой позиции этому сейчас не время. Взаимодействовать вам с чем-то придется, решать какие-то вопросы придется, но делать это просто осторожно, мои дорогие тельцы. Сомнения какие-то, они вам не нужны. Что же вам помогает? У вас какая-то ситуация по судьбе. Это, кстати, ваши энергии вам же и помогают. С одной стороны, готовность к неожиданностям, с другой стороны, какая-то конкретика, какой-то есть материализм. То есть, или, пусть это не материализм, это не значит сразу деньги. Ну, у кого-то и так может быть решение финансового вопроса, который вот закрыть нужно. Ну, значит, к этому как раз будут какие-то возможности, или вы найдете какой-то выход. Вот это точно. Даже из сложной финансовой ситуации. Для кого-то из вас, если мы говорим уже про финансы, да, карта отшельника, возможно, какая-то ваша финансовая стратегия, она и предполагает медленное развитие. Все же отшельник идет медленно. Это философ, к которому обращаются за помощью. К вам, мои дорогие тельцы, могут обратиться за помощью или помощью, как ваш опыт, например, или помощью по финансам. Все же ваша энергетика говорит о том, что вам придется какое-то принимать соломоново решение с учетом всех этих карт, когда вы не можете кому-то отказать, но вы не можете и себе навредить с учетом каких-то позиций. И вам действительно придется находить выход из какого-то положения, но в более таких ваших энергиях, и вам как будто это по силам. И я должна сказать, что если мы можем даже где-то сожалеть или отчасти негодовать, что опять какая-то ситуация заставляет, ну, расхлебывать вчерашний борщ. Вот у кого-то может так проиграться. А вы знаете, мои дорогие тельцы, а вам это по судьбе, потому что когда выпадает старший аркан, нам всегда говорят о том, что да, это ты вот вынужден столкнуться с тем, зачем-то тебе это нужно. Видимо, может быть, как гештальт какой-то вы должны закрыть окончательно. Но закрыть вы его можете или решить этот вопрос, пока вы не пройдете вот все ступени какие-то. Это невозможно ускорить. Вот такой момент примите во внимание. Что скрыто? Разочарование какое-то. Тут, знаете, вы можете узнать новость, которая... Я не могу сказать, что она вас выбит из колеи, но есть какая-то составляющая, все же тройка мечей. Что скрыто? Это и не есть, что от вас скрывают. Опять же, это какой-то прошлый опыт, прошлая ситуация. Это пронзенное сердце, это то, что вас может отчасти, как вот что скрыто, как сомнение, как недоверие к конкретному человеку. Или думать, мною пытаются, к примеру, опять манипулировать. Или меня пытаются опять, ну, словно обесточить. Или это вопросы всегда проходят тройка мечей, вопросы нашего доверия. В каком плане? Мы кому-то доверяли, а получили совершенно как по Хирону обратную какую-то реакцию. Или получили обратный результат.
или какое-то ваше участие обернулось вам полным равнодушием человека, или какое-то предательство было, или какая-то еще минусовая ситуация, которая именно касалась вот то, что вы-то взамен на что-то свое доброе получили черную неблагодарность. И это в позиции скрыто. Это именно из прошлого что-то. Вот такие возврат мысленный, ментальный, какой-то прежней ситуации у вас будет. И он вам будет мешать отчасти. Да, вы не должны себе навредить. Нам говорят, ты не должен отгородиться от мира. Ты не должен уйти от какого-то вопроса, потому что это неизбежность есть какая-то. Вот философское отношение к жизни будет помогать это наверняка. Но и повторить какую-то ошибку тоже не нужно. Поэтому будьте реалистами. Вот вы как раз и реалисты. Почему я сказала, отшельник и старший аркан вам помогает? Действительно, тут что-то по судьбе. Вам, это знаете, как в вас самих что-то должно измениться кардинально, мои дорогие тельцы. Причем не на надрыве каком-то, не из-за какого-то глубокого разочарования или какой-то радости, наоборот. То есть нет эмоций через край, нет. Здесь нужно очень хладнокровно принять какую-то жизненную данность, оттолкнуться от этого, даже если она со знаком минус, и отстроить совершенно качественно новый какой-то, ну, как проект ваш. Есть момент перехода на этой неделе, и он связан где-то с вашей ментальностью тоже, но и с теми событиями, которые происходят. Дела, работа, бизнес, что-то ускорить невозможно. Четверка монет – это карта жадины, когда вам приходится буквально, может быть, решать финансовые вопросы, думать о себе. Так, а какие же финансовые возможности у меня остаются? Вот так. Или какую-то тему вам нужно закрыть, буквально уйти от какого-то денежного минуса в сторону как раз плюса. У кого-то это может быть буквально обдумывание дополнительных источников дохода и удержание того, что у вас имеется теперь. Финансы у вас будут в центре внимания. И у кого-то, пусть это будет даже где-то с близкими связано, мои дорогие тельцы, но это все равно в основе какой-то либо финансовый вопрос, либо, ну скажем, имущественный, ведь это где-то все равно к финансам сводится. Или еще касаться, может быть, вашего жилища, ну, все что угодно, то, что где-то сводится к материализму. Когда мы и сохраняем, но нужно как-то совершенно по-другому подойти к решению вопроса. Денежная энергия. Ну, это вот замечательная карта как раз радости, хорошего настроения, поэтому телец найдет выход по финансовой ситуации или как-то ее изменить. И в неожиданностях вот как раз и возможности, я сказала, восьмерка кубков, мы ищем выход, мы его находим. И вас это радует. Изменить кардинально направление ваших финансов или уже увидеть плоды труда своего на этой неделе вы сможете. Что-то телец делает очень настойчиво, по-другому и видит уже результат. Что в личной жизни? А вот тут еще и карта Иерофант. У вас две карты, отшельник и Иерофант. Обе карты похожей энергии, потому что они достаточно спокойные, они хладнокровные. Они хладнокровные в плане принятия решений, но они, особенно Иерофант, это теплая карта. И она говорит о том, что у тебя действительно что-то решается, какой-то судьбоносный вопрос. У кого-то из вас это будет касаться вашего жизненного статуса именно через личную жизнь, сферы отношений. И здесь по-разному. У кого-то это может быть как и бракосочетание, увы, у кого-то и развод может быть. Почему нет? Ведь мы все разные, с учетом тем более тройки мечей. Но карта Иерофант – это когда у вас получится что-то осуществить. Карта напоминает, что, как и вы, можете чему-то обучаться и рассматривать, если мы говорим про финансы, ну, как новые источники дохода или вашу новую тактику. С другой стороны, найти новую возможность реализации ваших проектов. Для кого-то из вас на этой неделе будет действительно решаться какой-то вопрос по части личной жизни, может быть, отчасти связанный
и с вашими детьми. Все же по рыцарю жезлов иногда проходит как олицетворение дела наших взрослых детей. И значит, ваше участие, потому что иерофант это еще сам по себе учитель. И у нас отшельник, мы сказали, это тоже философ, к которому обращаются за помощью. К вам ваши дети будут обращаться за помощью. И вы понимаете, что я не могу отказать, даже взрослые дети, потому что, да, какая-то история, может быть, даже есть с детьми, не самая веселая, с учетом тройки мечей, но вам и не хочется повторить какую-то прежнюю ошибку, а с другой стороны, мои дорогие тельцы, это ваши близкие, вы понимаете, что нет, мне приходится, может, буквально кого-то поддерживать или участвовать в каком-то деле, в решении вопросов, и вам, возможно, придется отправиться в высокие инстанции, что-то подписывать документы, либо искать какую-то информацию, потому что по иерофанту мы что-то делаем по закону, по традициям, мы что-то делаем правильно. Или оформляем, или узнаем, как правильно оформить какой-то документ. И так тоже может быть. Вот это совершенно разные энергии, но у вас два старших аркана, повторюсь. Отшельник. Это где-то момент одиночества. Это ваши именно как траектория движения, как вы видите решить тот или иной вопрос. И когда надеетесь-то вы сами на себя. Такие энергии вам буквально помогают. Но еще и высшие силы вас куда-то очень правильно направляют и ведут. А для кого-то из вас возможность изменить свой статус может быть через ваше дело, через ваш бизнес или, как мы уже сказали, новая сфера занятости или какое-то новое дело, новый источник дохода. Он как благословлен высшими силами и в последующем вам принесет тоже какая-то деятельность плоды. Вот так по-разному можно трактовать карту, наверное, еще 1000 толкований. Все это невозможно уместить в одно видео. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.